Приветствую вас на канале Венера Полина. Это прогноз на солнечное затмение, которое произойдет в знаке Льва 12 августа 2026 года, но его влияние будет намного дольше. Это первое затмение в знаке Льва на новой оси. Полное солнечное затмение в 20 градусе знака Льва открывает нам с вами коридор затмений, который продлится до 28 августа. Но события, запущенные сейчас, не закончатся одним коридором. Это начало очень большой истории, которая будет развиваться до конца марта 2028 года. То, что сейчас зарождается. Смотрите отдельный прогноз по кармическим узлам, что ждет до марта 2028 года каждого из вас. Я оставлю ссылку в описании под этим видео. И не забывайте смотреть прогноз правильно. Сначала по асценденту, потом уже по Солнцу и Луне, если есть желание. Пишите в комментариях дату, время, место рождения, я рассчитаю ваш асцендент. Вы можете быть солнечным скорпионом, но асцендент, к примеру, у вас во Льве, тогда затмение происходит в вашем первом доме гороскопа, и вы будете главными его героями. Это прогноз для всех знаков зодиака. Сейчас я расскажу в целом, что такое солнечное затмение, потом перейду к каждому знаку отдельно, оставлю тайм-коды в описании под этим видео. Итак, я знаю, что у многих из вас за последние 1,5 года буквально опустились руки. Была ось затмений, серия затмений на оси Дева, Рыбы. В августе нас с вами ждет финальное затмение в Рыбах. Период очень непростой, я сама на себе его прочувствовала. Ось Рыбы, Дева проходила по нашей с вами жизни не совсем легко. Массовые сокращения были, увольнения, сколько комментариев мне писали, закрытие прежней работы, профессиональная неопределенность, переезды, зависшие документы, завершение отношений, жизнь между несколькими странами, тревожность. У кого-то распались отношения, которые держались только на терпении, жалости или чувстве долга. Кто-то пережил обман, разочарование, потерял человека, привычное окружение или веру в цель, к которой шли много лет. Многие из вас старались сделать все правильно, больше работали, терпели, спасали других, подстраивались, потому что Рыба у нас такой жертвенный знак. Но прежняя жизнь все равно постепенно разрушалась, перестраивалась, и многие из вас это почувствовали, что за последние 1,5 года очень много больших перемен произошло, крупных перемен. И Дева требовала держать все под контролем, Рыбы размывали этот контроль, показывали, что не каждую ситуацию можно исправить еще большим количеством усилий. И если с начала 2025 года или с конца 2024 вы постоянно спрашивали себя, почему я так стараюсь, но все равно ничего не могу удержать, значит, эта ось очень сильно прошлась по вашей жизни. Возможно, у вас там какие-то важные точки были в этих знаках Рыбы или Девы. Сейчас начинается совершенно другой этап. Затмение во Льве больше не будет спрашивать, сколько вы можете выдержать, кого еще готовы спасать. Оно будет задавать совершенно другой тон. И тут уже во Льве будет задавать вопросы, а где во всей этой жизни находитесь вы сами, чего вы хотите, что именно вам приносит радость, ради чего вам снова хочется просыпаться утром. Пишите в комментариях, какая тема сильнее всего изменилась у вас за последние 1,5 года: работа, здоровье, отношения, переезд, документы, иммиграция, семья или ваше внутреннее состояние. Внутреннее состояние менялось очень у многих. Мы искали себя, мы трансформировались, мы проходили какие-то жизненные важные ситуации, сферы, которые меняли нас полностью. Что-то приходилось отпускать, хотя до последнего мы пытались это сохранить. Вот делитесь, что у вас происходило последние 1,5 года. И особенность августа в том, что мы одновременно будем между двумя циклами. 17 февраля 2026 года солнечное затмение в последних градусах Водолея впервые обозначило новую ось Лев-Водолей, дало звоночки, что же будет происходить в ближайшие 1,5 года. А в конце июля северный узел окончательно перешел в Водолей, южный в Лев. И теперь 12 августа нас с вами ожидает первое солнечное затмение именно во Льве после перехода кармических узлов. Февраль показал будущее, к которому постепенно придется двигаться, а август потребует освободить для этого место. Это как новолуние, только в 1000 раз мощнее. Солнечное затмение.
находится рядом с нисходящим узлом, который связан с прошлым, с нашим накопленным опытом и тем, что уже выполнило свою задачу. На это мы можем опираться. Сначала из жизни будет уходить какая-то старая форма, прежняя роль, привычный сценарий, и только после этого открывается новый путь. От чего-то придется отказаться, чтобы освободить место для нового. Солнечное затмение происходит, когда Солнце и Луна соединяются возле одного из лунных узлов. В этот раз затмение будет полным. В астрологии Солнце связано с нашим внутренним центром, нашей волей, авторством, уверенностью, положением, признанием и правом самостоятельно выбирать направление своей жизни. И когда свет Солнца временно исчезает, прежний способ проявлять себя перестает работать, срываются маски, заканчивается спектакль, который мы играли, роль, которую мы играли, лицо, которое мы держали. Это не означает, что у вас там заберут успех, любовь, творчество или возможность быть заметным. Нет, южный узел убирает избыток, переизбыток львиных качеств. Постоянную потребность что-то доказывать, зависимость от чужого одобрения, желание удерживать внимание любой ценой, роль, которую вы давно переросли, и ситуацию, в которой приходится сиять для других, придавая собственные желания. Лев отвечает за личное авторство, чего хотите именно вы, что доставляет вам радость, что вы готовы создать и показать миру. Это любовь, это дети, это творчество, сцена, собственный бизнес, личный бренд, беременность, популярность, увлечения, праздники, яркие проекты. Все, что доставляет радость. Солнечное затмение может закрыть старый роман и открыть новую любовную историю. Завершится один творческий проект, запустится другой. Изменится отношения с ребенком. Может быть, личный бренд откроете, выйдете на публику или откажетесь от деятельности, которая приносила внимание, но больше не приносила вам счастья. Главный смысл этого затмения можно сформулировать так, что в какой-то сфере вы больше не можете продолжать играть прежнюю роль. Где вы живете ради похвалы, статуса зрителей, партнера, ожиданий семьи, ожиданий родственников партнера. Все, уже эта роль себя изжила. Именно вот в этих направлениях будет перестройка вашей старой роли. Управитель-диспозитор этого затмения Солнце, оно находится во Льве, в собственном знаке, поэтому затмение очень сильное, очень событийное. Тема будет центральная, вот тема личной жизни, удовольствия, вообще собственного дела, детей, радости очень-очень ярко проявится, независимо от того, в каком даже доме гороскопа будет происходить у вас затмение, потому что Солнце — центральная фигура этого затмения. Но оно временно лишается света, и прежний лидер, руководитель, центральная фигура в вашей жизни может уйти в тень, отказаться от своей роли или потерять прежнее влияние. В личной жизни это может дать смену статуса, уход с должности, завершение проекта, расставание, отказ от прежнего образа или решение больше не добиваться любви и признания каким-то определенным способом. Чтобы понять затмение лично для себя, найдите в вашей натальной карте, если вы разбираетесь, где у вас 20 градус знака Льва. У каждого из нас в натальной карте есть знак Лев. Вот именно там произойдет основное событие, в этом доме гороскопа. Если вы не разбираетесь, напишите мне свои данные, время, место и дату рождения и слово «Я хочу узнать», где будет затмение, в каком доме. Вот смотрите, в каком знаке и доме стоит натальное Солнце еще, это очень важно. Дом Льва покажет, что меняется, а положение вашего Солнца, через кого и через какие обстоятельства это произойдет. У меня, к примеру, Солнце в Скорпионе, в 9 доме гороскопа. То есть тема эмиграции, юридических документов, статуса вдали от родины. Сейчас для меня это очень актуально. Я буду этим заниматься в ближайшие месяца, оформлять документы. И именно август запускает эти события. Вот, понимаете, как это работает? Пишите, если вы хотите узнать, где у вас Солнце, где 20 градус Льва, пишите, я вам все расскажу. Очень сильное это затмение почувствуйте, у кого Солнце, Луна, личные планеты, асцендент, МЦ и С находятся примерно с 17 по 23 градус знака Льва, Водолея, Тельца или Скорпиона. Самое точное влияние в районе 19-21 градуса где-то, с 19 по 21. Если у вас там важные точки, куспиды домов, планеты, очень сильно вы почувствуете это затмение.
И соединение во Льве даст непосредственную смену роли и личный какой-то старт для вас. Не нужно пугаться, что это южный узел, значит что-то просто завершается. Нет, южный узел – это то, что у вас есть, ваш накопленный опыт с прошлой жизни, в этой жизни, то, на что вы можете опираться и развиваться, идя к северному узлу. Ничего страшного в этом нет. Ничего страшного нет в затмениях. Я знаю, что некоторые астрологи запугивают. Да, события будут развиваться независимо от нас. То есть то, что мы раньше запустили, сейчас доходит до определенной точки. Это не что-то новое. Это в любом случае, что бы ни происходило сейчас, это последствия того, что мы запустили раньше в нашей жизни. Просто это доходит до пика, да, какое-то решение, событие, ситуация. Это жизнь, не нужно никогда, пожалуйста, запомните, не пугайтесь никаких астрологических терминов. Есть Бог, есть вера в себя, есть вера у каждого своя, не знаю, в кого вы верите. Что-то высшее над нами, конечно же, есть, и не нужно никогда зависеть от каких-то астрологических показателей, от... я не знаю, того, что вы услышали, там вас черной луной напугали, затмением, ретро-меркурием. Это жизнь, всякое бывает. И даже и без этих астрологических событий происходят такие события, которые мы не планируем, которые выбивают почву из-под ног. Главное всегда сохранять в себе веру. Главное, что вы несете, что вы транслируете, как вы реагируете на ситуацию. Ваша реакция — это самое главное. Ваша реакция — это отражение на события, которое будет происходить. Я думаю, что тем более оно солнечное, еще и во Льве, в таком радостном, прекрасном знаке, солнечном. И мне кажется, что события, какие бы они ни были, да, у кого-то может быть увольнение, расставание, не переживайте, освобождается место для чего-то большего, для лучшего в вашей жизни. Просто нужно поблагодарить, что вы, к примеру, усвоили урок, что на этом этапе что-то завершилось, что у вас открылись глаза, что вы приняли решение, что вы пошли дальше, и все, и строить, и планировать свою жизнь дальше. Не нужно сетовать там на судьбу, что, почему это произошло. Все, что происходит в нужное время и вам во благо. Помните об этом. Так, что еще важного? Затмение получает поддерживающий трин, расходящийся от ретро-Сатурна в Овне. Точный аспект 7 августа, к моменту затмения аспект уже ослаблен, но все-таки есть. Серьезный разговор, предложение, какая-то обязанность, необходимость что-то оформить могут проявиться еще в районе 7 августа. Что-то важное, может быть, у вас там произошло. У меня, к примеру, произошло, у меня все происходит в 7 доме, и это касается моего супруга. Очень важные перемены в его жизни, контракт, то есть именно это произошло в районе с 7 по 10 августа. Возможно, у вас тоже что-то важное в начале августа произошло. Вообще, месяц такой, я бы, знаете, как назвала энергию этого месяца? Сейчас я подберу правильные слова, что происходит то, чего мы очень долго ждали, или, может быть, какая-то центральная тема, которая весь год нас мучила, вопрос, который не решался. Вот август прояснит все, расставит все по местам. Вот у меня прям такое чувство, я это действительно ощущаю. То, что тянулось, не могло решиться. Вот август расставит все по местам. Получим все плоды. Мы получим то, к чему мы шли, стремились, чем мы занимались. Не забываем, что планета счастья находится во Льве, планета больших возможностей, удачи. Она не соединяется с затмением Юпитер, но все равно находится там же в знаке Льва, усиливая действие Солнца, затмение, помогая. Настоящее расширение придет позже, когда Юпитер дойдет до градуса южного узла. Первый раз это произойдет 3 октября 2026 года, затем 26 февраля 2027 и 29 мая 2027. То есть волнообразно одна и та же тема может подниматься и развиваться. Помним, что затмение ощущается несколько месяцев до и после, и события разворачиваются не только в 12 августа, в день затмения. Сейчас это все запускается. Это первое затмение в знаке Льва.
Есть очень важное еще такое у меня наблюдение, что на небе происходит очень сильная конфигурация, трин, прекрасный аспект удачи между Венерой, Ураном и Плутоном, к которому подключаются Меркурий и Нептун. Сам градус затмения в эту конфигурацию не входит, но показывает обстоятельства, через которые возможны перемены. Это неожиданное знакомство, предложение через интернет, новая аудитория, сотрудничество, публикация, очень важные возможности и перемены через ваших знакомых, друзей. Может быть новый проект, необычная финансовая возможность или разговор, который полностью поменяет ваши дальнейшие планы. Просто из ниоткуда может взяться классная возможность и предложение и открыть вам двери к исполнению вашей давней мечты. Венера находится напротив Нептуна. Красивое предложение нужно проверять, потому что рядом с сильным вдохновением, притяжением может оказаться идеализация, недосказанность или обещание без реальной основы. Все, что вам предлагают, проверяйте обязательно, чтобы это было обосновано, чтобы было как-то прописано, чтобы это не были просто слова на воздух, потому что все планеты воздушные. Если вам интересненько, добавлю вам, расскажу секретики, тайны шоу-бизнеса. На мировом уровне затмение затронет, конечно же, тему глав государств, руководителей, известных личностей, королевских семей, шоу-бизнеса, каких-то звезд, может быть, спорта. Затронет это затмение вопросы детей. Может быть, будут приняты в ближайшие 1,5 года больше мер безопасности для детей или больше, не знаю, в образование будет направлено сил. Еще в последнее время мне очень часто попадается, что очень-очень много детей, именно детей, придумывают разные новые гаджеты, разные технологии, разные системы безопасности, какие-то студенты, школьники. То есть это все будет развиваться. Будут какие-то события крупных брендов, индустрии, то есть что-то связано с шоу-бизнесом, разные крупные известными личностями, какие-то крупные перемены, что-то мы можем узнать. Но затмение, конечно же, может вводить нас в заблуждение. Может быть, мы узнаем, что нас водили за нос, хотя многие из нас это уже прекрасно знают, последние 5 лет у нас с вами открылись глаза, но все равно можем с вами увидеть уход, замену какой-то фигуры заметной, потерю популярности кого-то, знаете, как сейчас легко у нас закенселить, отменить кого-то. Может быть публичный конфликт вокруг власти, репутации, громкую смену руководства, ситуация, когда управление переходит от одного человека к группе, команде или технологической системе. Вот это и есть переход от южного узла во Льве к северному узлу в Водолее, от культа одной яркой личности к сообществу, аудитории и общей цели. Так, что вам еще нужно знать? То, что... Кстати, если я разговариваю быстро, медленно, нет у вас времени, вы куда-то едете, вы готовите, вы что-то делаете, заходите прямо в настройки видео, ускоряйте мою речь, либо замедляйте, как вам удобно. Видео будет не коротким, много информации, еще и на все 12 знаков я вам расскажу, что у вас будет происходить. Что вам важно знать, что такое же затмение на этой оси происходило 1 августа 2008 года. Тоже в знаке Льва. Вспомните, что менялось в вашей жизни летом 2008 года. Вот тогда точно такое же было затмение. События не обязаны повторяться точь-в-точь. Буквально вы меня спрашиваете там, я тогда развелась, что же сейчас будет, хотя я одинока. Нет, точь-в-точь нет. Но вы должны понимать, в какой сфере и теме будут развиваться какие-то события. Но может вернуться просто похожая тема. Любовь, дети, творчество, признание, собственное дело, личная свобода, право быть автором своей жизни. Может быть, тогда финансовый подъем у вас был, может, вы что-то крупное купили. Вспомните, что тогда происходило. Сюжет может быть похожим. Не ждите, что все произойдет строго 12 августа в затмение, какое-то одно событие. В этот день закладывайте сюжет. 20 августа Меркурий пройдет градус затмения, принесет какую-то важную новость, разговор, документ, предложение или поездку. 22-25 августа Солнце и Меркурий соединятся с южным узлом. Тут может произойти окончательный какой-то отказ, уход, завершение разговора, освобождение от прежней роли, увольнение. 3 октября Юпитер впервые расширит новую ситуацию, а 3 ноября Марс потребует конкретного действия. То есть ситуация будет развиваться в ближайшие 3 месяца. Возможно, вы даже не придаете значения тому, что сейчас будет происходить, и скажете, да ничего, все как было, все как есть, хотя внутри уже идут у вас перемены, уже сейчас что-то закладывается, решается и запускается вот эта цепочка событий. Самый главный вопрос, как правильно использовать затмение. Итак,
Так как оно происходит возле южного узла, сначала нужно освободиться от старого, определиться, что вы готовы перестать нести с собой, оставить в прошлой жизни, какие привычки, каких людей, обязанности, от какой роли, зависимости вы вообще готовы отказаться. Вот 10-11 августа, даже еще 12 августа днем вы можете делать какие-то практики на освобождение вот от страхов, освобождение от зависимости. Можете выкидывать вещи, можете разбирать шкафы, избавляться от чего-то, очищать подписчиков, я не знаю. То есть освобождать место, одним словом, в той сфере, в которой вы хотите. А уже после 12 августа, лучше 13, можете делать практики, можете делать карту желаний, можете прописывать свои желания, можете цели на целый год вперед прописывать, к чему вы идете, чего вы хотите, именно для себя лично. Вот с вечера позднего 12 августа по 16 августа включительно энергия классная. Особенно сильным будет 15 августа, я это уже говорила в прогнозах на август. Меркурий будет соединяться с Юпитером во Льве. Классный момент, чтобы записать большую цель, увидеть дальнейший маршрут, продумать обучение, продвижение, переезд, творческий проект, новые направления работы и малюсенький хотя бы какой-то шажок сделайте в этом направлении. 17 августа Марс образует квадрат к Нептуну, поэтому в этот день лучше не заниматься визуализацией и творчеством, и не принимать дорогих необратимых решений, да, куда-то вкладывать большие деньги. Вот с 12 по 16 августа можете делать. Если вы хотите не просто загадывать желания, разобрать свои настоящие цели, собрать их в единую картину, я под видео оставлю ссылку на мою карту желаний, на мой гайд, инструкцию, как я сама последние 5 лет делаю, как я запускаю карту желаний сразу в ближайшие 2 недели после того, как я ее сделала, чтобы она не пылилась, какие практики я провожу. И, в принципе, как правильно, какими словами прописывать, цветами, в каких секторах, как правильно, какие фото нужно вклеивать. Если вам нужны мои рекомендации, если вы не знаете, как правильно это все собрать, у меня есть инструкция, цена, 2 чашки кофе, но доступ остается у вас навсегда. В закрепленном комментарии ищите, и в описании моего канала всегда в самом низу есть все ссылки на все, на Telegram, на карту желаний, на консультации ко мне. Консультации уточняйте, пишите мне, тоже оставлю ссылку. Не знаю, насколько я смогу брать еще новых клиентов, потому что сейчас августа, до конца сентября у меня уже запись расписана. Не знаю, если хотели ко мне попасть, напишите, я буду смотреть по обстоятельствам, когда, в какой день вы мне пишете, есть места или нет. Давайте с вами по традиции закрепим свои намерения, свою энергетику позитивную, свои высокие вибрации. Я вам буду отвечать своей энергетикой удачи, везения. Все мои знакомые, родственники, близкие знают, что там, где я, там всегда все складывается удачно. Когда я с ними хожу, когда я им подсказываю, когда у меня классное настроение, особенно у всех все складывается хорошо в моем окружении. И точно так же, когда меня могут разозлить. Поэтому у меня очень сильная энергия. Пишите, я вам буду отвечать на ваши комментарии и усиливать эту энергетику. Будем в комментариях делать обмен. Пишите, я выбираю свою счастливую жизнь и принимаю новые возможности во благо себе и своей семье. Обязательно закрепляйте свои намерения. Я тоже после того, как загружу это видео, напишу. Отвечайте мне на мой комментарий, делитесь со мной тоже своей энергетикой. Пусть именно с этого намерения для каждого из нас начнется новый цикл. Овны, для вас солнечное затмение 12 августа происходит в вашем 5-м доме гороскопа, доме любви, детей, личного бизнеса, творчества, удовольствия, личной жизни, романов, отдыха, всего, что заставляет вас чувствовать себя счастливыми, радостными, наполненными. Тут начинается очень классная смена периода. Последние 1,5 года затмения шли по вашему 6-му и 12-му дому гороскопа. У вас много было работы, обязанностей, неопределенности, усталости, переживаний за здоровье, за какие-то ситуации, которые не могут разрешиться. Может быть, был период изоляции, одиночества, ощущение, что жизнь проходит в режиме выживания и ожидания. Вот теперь энергия вообще меняется полностью и выходит наружу. Вы возвращаете себе право радоваться.
наслаждаться этой жизнью. Вы возвращаетесь к любви, к своему таланту, личным желаниям, хобби, проекту, который вы хотите создавать не из чувства долга, а потому что он действительно вам нравится. Солнечное затмение соединяется с южным узлом. Период новый начнется с пересмотра какой-то старой ситуации. В феврале 2026 года затмение Водолея уже активировало ваш 11-й дом. У вас могли поменяться друзья, окружение, аудитория, планы на будущее, цели, команда. Может быть, вы поставили себе какую-то новую мечту, влюбились в нее, все, захотели чего-то. Кто-то вошел в новое сообщество, начал развивать социальные сети, кто-то из вас, овны, получил поддержку через знакомых и понял, что прежние мечты больше не вдохновляют. Вот августовское затмение покажет, что лично вы готовы дать этому новому будущему. Возможно, вам придется закрыть какой-то старый проект, отказаться от привычной роли, перестать добиваться внимания людей, которым давно не интересно то, что вы создаете. Яркие события в августе могут происходить именно в личной жизни. Затмение принесет развязку истории, которая уже существует. Человек из прошлого может написать, предложить встречу, вернуться к разговору, который когда-то остался без ответа. Но смысл возвращения не обязательно в восстановлении отношений. Может быть, затмение хочет показать вам, от каких сценариев вам нужно отказываться. Это затмение может проверять вас, насколько вы начали себя ценить, ставить на первое место. Просто ситуация покажет, есть ли у вас вообще будущее с этим человеком. Может быть, человек из прошлого вернется и поймете, что вы переросли полностью его мышление, его образ жизни, вам абсолютно не по пути. То, что раньше вам казалось любовью всей вашей жизни, или вы восхищались человеком, может открыться, может быть, у вас откроются глаза, и вы поймете, что это просто были ваши иллюзии. Неопределенный роман, любовные треугольники, все вот это может скрыться именно по затмению и прийти вообще к завершению. Затмение не оставит больше все неопределенным, или появятся конкретные планы, действия, ответственность, переход на новый уровень отношений, или вы окончательно перестаете ждать и надеяться. Если вы свободны, новое знакомство, вероятнее всего, произойдет через друзей, интернет, обучение, какую-то короткую поездку, отдых, мероприятие или профессиональное сообщество. Может возникнуть очень быстрое чувство, вспыхнуть, и ощущение, что вы вообще знакомы много лет. Но не спешите сразу придумывать совместное будущее. Венера находится напротив Нептуна. Сильное притяжение сначала нужно проверять поступками человека, проверять, свободен ли человек, какие намерения у него. Роман может быть, личная жизнь тоже активируется в августе, но будьте осторожны. Если у вас есть муж, жена, супруг, то есть вы в официальных отношениях, то центральным событием может стать ваш ребенок. Если у вас есть дети, поступление ребенка, выбор школы, садика, кружка, соревнования, какое-то выступление, смена увлечения, важная победа или решение, после которого у ребенка начинается новый этап в жизни. Взрослые дети могут сообщить о свадьбе, беременности, переезде, о собственном серьезном решении. Если вы давно задумывались о ребенке, и ваша личная карта поддерживает беременность, если для вас это актуально по возрасту, затмение открывает эту тему. Но самое главное развитие, вероятнее всего, придет не 12 августа, а где-то в октябре 2026 года, либо в конце мая 2027, когда Юпитер пройдет градус затмения. Для кого-то новая ответственность будет связана не с рождением ребенка, а с необходимостью больше участвовать в его жизни, вкладываться в обучение, менять семейный распорядок. Очень сильная история это затмение еще открывает именно вокруг вашего таланта, собственного проекта. Чем вы увлекаетесь, что вы делаете, что вам нравится. Может вернуться идея, которой вы уже занимались несколько лет назад, забросили, может тогда не хватило денег, уверенности, времени, аудитории, чтобы запустить собственный бизнес. Конечно, это так громко звучит, собственный бизнес, но вы даже можете начать, не знаю, может вы любите макияж делать. Вы можете пройти какие-то курсы и начать на знакомых, на подружках, начать искать моделей за оплату материала, и потом как-то все пойдет по льву. Это идеально, просто идеально. Лев связан со сценой, с этим, не знаю, с совсем ярким, с проявлением. То есть тут вот все, что связано с красотой, с проявлением себя, с какими-то такими хобби, очень классно пойдет, супер. Не знаю, может быть, там вы хотели бренд одежды открыть, вы хотели онлайн-магазин косметики открыть, вы хотели мастерскую, там вы мужчина, и вы хотели мастерскую открыть по ремонту автомобиля СТО собственное. Вот сейчас это затмение будет поддерживать собственный бизнес. Особенно классно, если вы не в одиночку будете работать, а собирать команду. Открыть с подружкой, с другом,
То есть нанять потом со временем SMM-специалиста, маленькую команду, потом расширять ее. Тут вообще супер классно открывать собственный бизнес овны по этому затмению. Задумайтесь, что вы любите делать, что вы умеете делать, что вам доставляет удовольствие, что вы готовы делать даже бесплатно. Вот это и есть ваше направление и предназначение. Присмотритесь к своим талантам. Не обязательно это должен быть какой-то талант, что вы можете танцевать, петь у вас, да, это тоже, но талант еще может оказаться, вы классно продаете, ведете переговоры, вы хорошо обучаете, передаете информацию, вы можете организовывать людей, вы классно работаете и ладите с детьми, вы создаете красивые вещи, или ивент какое-то агентство можете создать, открыть по организации праздников, свадеб. Может быть, у вас талант объяснять сложное простыми словами. Главное, что теперь это должно получить ваше имя, лицо и авторство. Заводите страницу, открываете собственное дело, называете этому цену и начинаете. Страшно? Ничего, всем страшно. Бойтесь, но делайте. Вы думаете, мне не страшно? Я 1,5 года записываю, у меня до сих пор иногда голос дрожит, у меня язык заплетается. Я неправильно ставлю ударение, для кого-то я тараторю, для кого-то я говорю медленно, но я делаю то, что мне нравится, вот прям то, что доставляет мне удовольствие, прямо то, чего мне не хватало на ютубе, когда я слушала прогнозы и рассказывали там как-то по верхам, вы забеременеете и у вас будет курортный роман. Вот мне этого было мало, понимаете, я начала улучшать это, я решила создать свой канал, и я обожаю то, что я делаю. Вот найдите то, что вам нравится. Может, вы блог хотите, может, соцсети, может, вам нравится, вы обожаете футбол. Начните, откройте YouTube, делайте обзоры на матчи, на какие-то события у футболистов там в личной жизни. То есть что-то начните, блог, YouTube, соцсети, TikTok, не знаю. Ищите себя, это затмение может вас классно подтолкнуть в правильном направлении, потому что ваше хобби может начать приносить вам доход, ваш личный продукт, курс, канал, выступление, консультационная деятельность, небольшой бизнес. Не обязательно прямо творчество в привычном понимании. Я же говорю, это может быть какой-то талант с умением продавать, объяснять, вести переговоры. Найдите себя, ищите себя. Я вам только желаю успехов и удачи. Пишите, делитесь, как у вас это проиграется. Может быть, по личной жизни, по ребенку, либо по собственному делу и бизнесу. Может, вы наконец-то вернете в свою жизнь радость. Вы будете больше выходить на свидания, вы будете больше отдыхать, вы будете себе покупать приятные вещи. То есть это затмение может вернуть вам радость к жизни, да, мероприятие какое-то важное, классное. Не обязательно в августе, может, оно в сентябре состоится, и вы к нему готовитесь. И вот это важное какое-то событие для вас, юбилей, праздник, свадьба. Вообще тут супер классная энергия, которая поддерживает вас, и я в том числе вас поддерживаю. Вот прямо сейчас напишите, что вам нравится делать, и мы с вами вместе придумаем, я вам буду отвечать, как из этого можно сделать бизнес и на этом зарабатывать. Давайте будем друг другу помогать, и я буду очень счастлива, если вы будете развиваться, если у вас все получится, и нету случайности. Если вы попали на мой канал, если вы прослушали этот прогноз, если вы о чем-то задумались, это уже есть очень-очень большой знак и уже шаг к вашей реализации. Поверьте мне, случайностей не бывает. Тельцы, для вас это затмение будет происходить в вашем 4-м доме гороскопа. В августе перед вами станет конкретный вопрос, где, с кем, на каких условиях вы будете жить дальше. Вопрос семьи, недвижимости, места жительства будет самым актуальным, будет фоновой темой до конца следующего года. Главный сценарий этого затмения – переезд, решение по недвижимости, изменение ситуации внутри семьи. Возможно, важные события связаны с недвижимостью, потому что у вас работа, не знаю, риэлтора, брокера, у вас ресторанный семейный бизнес, тогда это затмение принесет важные события в этих сферах. Так как затмение возле южного узла, тема будет не новая, будет возвращаться вопрос, который уже поднимался раньше. Отложенный переезд, непроданная квартира, незаконченный ремонт, непроданная дача, гараж, спорное наследство, жилье на родине, старый договор аренды, родственник, с которым нужно снова что-то решать. Может быть, заканчивается аренда, нужно искать новую, продлевать, или появляется необходимость освободить жилье, продать объект, забрать свои вещи, окончательно разъехаться с каким-то человеком. Может, вы съезжаете от родителей, может, вы от родственников переезжаете, или они от вас съезжают. То есть разрешается как-то
вопрос с жильем. Если он не решится конкретно в августе, и это затяжное какое-то решение, то сейчас запускается эта тема до конца следующего года. Это все разрешится окончательно. Самое интересное, что Венера проходит по вашему 6-му дому работы, Уран по 2-му дому денег, Плутон по 10-му дому карьеры. Все это связано воедино. Причиной переезда или решения по недвижимости станет работа и доход. Вам могут предложить новую должность, график, работу в новом городе, в новой стране. Вы можете начать работать в сфере недвижимости, либо закрыть какую-то сделку, подписать договор с компанией, устроиться на работу, связанную с недвижимостью. Партнер может получить предложение, за которое придется перевозить всю семью. Может внезапно меняться заработок, и вы поймете, какое жилье можете теперь себе позволить. Можете начать работать из дома, оборудовать кабинет, студию, салон или место для приема клиентов. Может быть, вы открываете какую-то свою студию, я не знаю, там СТО, кафе, ресторан, ивент-агентство и арендуете коммерческую недвижимость. Тогда эта тема тоже проиграется. В феврале уже этого года мог появиться первый намек на эту историю через работу, начальство или изменение вашего статуса. Кстати, по 4-му дому вы можете выйти замуж, жениться, развестись. 4-й дом – это же семья и состав семьи, и тут она может меняться. Вот вспомните, что у вас там в феврале, какие звоночки были по перемене вашего статуса, что у вас там происходило. Статус на бумаге, может быть, вы получите ВНЖ, ПМЖ, продлите пребывание в какой-то стране. Очень-очень важные перемены. Может, вы сейчас подаете на гражданство, на воссоединение семьи, на визу. Может быть, в феврале вы начали искать другую работу, получили новую должность, задумались о собственном деле или поняли, что больше не хотите оставаться в прежней компании. А в августе, вслед за тем решением, встанет вопрос о переезде, ремонте, отдельном кабинете или оформлении жилья. Кстати, да, ремонт тоже может быть. Вы можете начать ремонт такой, по льву, такой статусный, дорогой, красивый, о котором вы мечтали. Будьте осторожны, Юпитер увеличивает аппетиты, и как бы ремонт может обойтись вам намного дороже, чем вы рассчитываете на данном этапе. Конечно же, в семье тоже будут перестановки. Кто-то из родственников может решить переехать, вернуться домой, на родину, продать жилье или попросить вас временно пожить у вас, погостить у вас. Кто-то из вас, тельцы, начнет жить вместе с партнером, съедетесь, да, арендуете совместное жилье, к примеру. Либо наоборот, будет решение разъехаться, смотря к чему вы вообще, с каким багажом вы пришли к этому затмению. Взрослый ребенок может покинуть родительский дом, кто-то из родителей может заняться переездом, документом, недвижимостью. Какие-то важные события могут быть у вашей мамы. Южный узел во Льве еще и отсекает старую семейную роль, если вы привыкли быть человеком, который всех размещает, всех мирит, оплачивает семейные расходы, подстраивает свою жизнь под родственников. В августе вы установите новые границы и правила, терпение ваше кончится, может состояться серьезный разговор о том, кто за что платит, кому принадлежит имущество, кто имеет право жить в доме, кто принимает окончательное решение. Вы перестанете уменьшать собственные планы вообще ради чужого удобства. Супер, 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 потому что именно затмение во Льве, еще и Юпитер во Льве наконец-то даст вам право голоса. Вы задумаетесь, а чего хотите вы, а почему подстраиваетесь под всех вы, почему вы всех нянчите, почему вы за всех платите, переживаете, трясетесь. Когда дело доходит до вас, каждый в своей норке. Вы можете заметно отсеять окружение каких-то двоюродных, троюродных, тети, дяди, третье, пятое колено, каких-то родственников, которые тянут из вас энергию, пользуются вами, или родственники, которые вообще с вашим мнением не считаются, принимают решения, а потом у вас уже спрашивают. Вот это все может вам прям стать поперек горла, и если вы до этого молчали, по этому затмению вы можете взорваться и всех послать. И я вам скажу, это будет правильным решением. Выбирайте себя. Вы можете сделать это и мирным путем, но я не думаю, что если вы долго жили в такой роли, вас с первого раза мирным путем услышат. Для кого-то из вас может проиграться это затмение как приобретение собственного жилья, собственной недвижимости, имущества, вложения, первый взнос на свое жилье. Если в августе начнете поиск, то около 3 октября появится возможность расширить пространство, получить одобрение, продвинуть сделку. В начале ноября начнутся уже физические действия, переезд, ремонт, освобождение помещения,
перевозка вещей, подписание документов. Вот развитие августовского сюжета будет до конца осени. Еще давайте себе знать. Конечно же, в знаке Льва это затмение может принести пополнение в вашей семье. У вас может быть родится ребенок, вы узнаете о беременности, может ваша сестра говорит о том, что она выходит замуж, и семья ваша расширится, либо у вашего брата будет ребенок. То есть ваш состав семьи может расшириться. Делитесь, тельцы, что у вас там происходит, какие планы у вас в теме касаемо недвижимости, семьи, места жительства или вообще переездов. И когда вы пишете, обязательно делитесь, вы солнечный телец, либо вы асцендентный телец. Если вы солнечный телец, смотрите этот прогноз, обязательно уточните, пишите в комментариях, я рассчитаю для вас, где у вас асцендент. Возможно, по асценденту вы лев, и сейчас в первом доме гороскопа у вас происходят самые важные события. Близнецы, как у вас дела? Пишите, делитесь, как у вас проходит лето. Для вас солнечное затмение произойдет в вашем третьем доме гороскопа. Главным событием августа станет новость, разговор, документ, предложение, поездка, после которой изменятся ваши ближайшие планы. Что-то очень важное. Важный документ, договор, ответ из государственного учреждения, оформление визы или вида на жительство, поступление на обучение, получение сертификата, сдача экзамена, получение водительских прав, покупка билетов или решение по поездке, которое потом может принести вам очень важные перемены в вашей жизни. Может, вы уже знаете, о чем речь, пишите, делитесь. Так как рядом с затмением проходит нисходящий узел, к вам вернется незавершенная история, повторно объявится человек, с которым вы раньше вели переговоры, вернется старый клиент, работодатель, заказчик, придется переоформлять какой-то документ, исправлять ошибку в заявлении, пересдавать экзамен, возобновлять обучение или достать какие-то бумаги, которые вы давно отложили, забыли, потеряли, может искать нужно что-то в архиве, восстанавливать. У вас снова может появиться предложение, от которого вы когда-то отказались. И если в феврале у вас началась история с другой страной, переездом, университетом, судом, иммиграционными документами, преподаванием, публикацией, то август принесет вам недостающий документ или конкретный ответ. Вы можете получить дату собеседования, экзамена, поездки, купить билеты, подписать договор, отправить заявление, узнать решение какой-то организации. То, что в феврале выглядело как большая идея, вот в августе может потребовать от вас конкретного действия. Позвонить, написать, съездить, сдать, перевести, что-то сделать для воплощения этой идеи, мечты вообще. Ваш управитель Меркурий находится в третьем доме гороскопа. Сами события будут очень-очень поддержаны вашей планетой-управителем. Может быть, участником всех этих событий будет кто-то из ваших родственников, знакомых, близких, коллег, не знаю, брат, сестра. Может быть, какие-то очень важные перемены в их жизни, не знаю, свадьба сестры, переезд брата. Что-то у них важное, что коснется непосредственно вас также. И эти темы могут касаться какого-то государственного учреждения, посольства, университета, может быть связано с юристами, издательством, иностранной компанией или вообще с человеком из другой страны. Какое-то письмо, официальный ответ может полностью изменить ваши планы. Если вы работаете с информацией, продажами, рекламой, социальными сетями, обучением или консультированием, вообще это для вас очень сильное затмение. Вы можете запустить канал, блог, подкаст, курс, сайт, рекламу, новый формат работы с клиентами. Если вы задумываетесь о хороших датах, с 12 по 16 августа действуйте. Но 12 августа с позднего вечера, там, с 8 вечера, не рано утром. К вам может вернуться идея, которую вы когда-то отложили, не довели до конца. Старый ролик, текст, проект, идея, тема неожиданно получит внимание. Вам предложат сотрудничество, интервью, рекламу, выступление или работу, где нужно писать, говорить, обучать, продавать что-то. Аспект от Сатурна показывает, что предложение может прийти через подругу, друга, знакомого, через бывшего коллегу, компанию, интернет-сообщество или через вашу аудиторию. Конечно же, по третьему дому близнецы — это ваша энергия, вы тут как рыбы в воде. А это затмение может проиграться через транспорт и ежедневные поездки. Может, вы покупаете автомобиль по знаку Льва, это будет какой-то статусный, классный автомобиль, о котором вы мечтали.
Может быть, вы в кредит его берете, или вы покупаете за наличные, либо вы продаете одну машину, покупаете другую. Регистрация автомобиля, страховка, получение прав, смена привычного маршрута. Все это может проиграться именно по затмению. Еще вы можете начать чаще ездить по работе между двумя городами, заниматься доставкой, перевозками, логистикой. Если ваш автомобиль давно требует ремонта, в августе этот вопрос уже не получится откладывать. И тема третьего дома, как я уже сказала, братья-сестры, их какая-то ситуация, важная новость может на вас повлиять, может вы узнаете о беременности двоюродной сестры, там, к примеру, или брат, сестра приедут к вам пожить, либо вы к ним поедете. Если между вами оставался какой-то незакрытый разговор с родственниками или соседями, в августе вы вернетесь к нему, восстановите общение или окончательно установите границы. Помните, с 14 по 16 августа будет соединение Меркурия с Юпитером, и оно принесет вам хорошую новость, удачные переговоры, предложение о сотрудничестве, поездку или положительный ответ по документам. Один из лучших моментов месяца для собеседований, для презентации, запуска рекламы, публикации и важного разговора. Для обучения. Может быть, в августе у вас стартует очень классный какой-то курс, о котором вы мечтали. Вы мечтали обучиться на СММ-специалиста, вы мечтали пройти курсы английского, не знаю, курсы вождения, курсы работы с криптовалютой, с искусственным интеллектом. Вот тут, может быть, тема обучения станет для вас очень актуальной и главной. 20 августа Меркурий пройдет по градусу затмения. Вот тут может быть в районе 20 августа какое-то важное, главное событие, сообщение, документ, звонок или решение. С 22 по 25 августа может вернуться человек из прошлого, старый клиент, бывшая, прежний договор, заявление, которое вы подавали раньше. Вот в эти дни история какая-то будет завершаться. Наконец-то что-то подпишите, откажетесь, пересдадите, получите или окончательно прекратите общение с кем-то. По третьему дому вы еще можете переехать, но недалеко. То есть в черте города, в другой район или в соседний город. То есть может быть переезд с одной квартиры на другую. Если вы искали, если вы не могли найти, то тут можете найти классного специалиста, риэлтора и наконец-то все сделать, подписать договор. Раки, солнечное затмение будет происходить в вашем втором доме денег. Это просто какой-то джекпот. У вас там Юпитер, у вас там нисходящий узел, у вас там Меркурий, Солнце в августе. Что у вас происходит с финансами, раки? У вас большие траты или у вас большие доходы, смена источника доходов? Что происходит? Тем более, что целый год Юпитер будет в вашем втором доме денег, аппетит будет увеличивать ваш, захочется очень много тратить на статусные вещи красивые, роскошные, на отдых, на детей. Но очень интересно узнать от вас непосредственно, что у вас происходит, и обязательно указывайте, вы асцендентный рак или солнечный, и что у вас в принципе там с финансами. Главным событием августа, естественно, и продолжением этих всех событий до конца осени будет изменение в ваших доходах, заработок, зарплата, стоимость ваших услуг, личное имущество, привычные расходы. Это будут самые главные темы, которые проиграются в августе. Может поменяться один источник дохода, появится новый финансовый договор, придется принять решение, куда направить крупную сумму. Может сразу несколько источников дохода. Так как рядом с затмением все-таки южный узел, сначала закрывается прежняя денежная история. Вы получите, может быть, наконец-то задержанную какую-то оплату, зарплату, может быть, процент какой-то от сделки, возврат долга, компенсацию или деньги за вещь, которую давно пытались продать. Может вернуться бывший работодатель, заказчик, возобновиться переговоры о зарплате, о процентах, долях каких-то в бизнесе, может о гонораре или выплате, которые вам раньше не согласовали. Какие-то деньги из прошлого наконец-то могут вам прийти. Может, вы что-то продали и вам частями выплачивали там, за недвижимость, наконец-то вам дадут последнюю сумму денег, да, которую задолжали вам. У кого-то из вас, раки, будет перемена источника дохода, увольнение. Может быть, вы откажетесь от невыгодного клиента, уйдете с работы, где вам мало платят, не ценят вас, закроете убыточное направление или перестанете делать что-то бесплатно. Южный узел во втором доме не убирает ваш заработок. Он просто очищает пространство, очищает и освобождает вас от того, что больше не соответствует вашим усилиям. Может, вы вкладываете намного больше, чем получаете, и, наконец-то, в августе вы действительно увидите это
розовые очки спадут, и вы поймете, что да, что я еле-еле свожу концы с концами в собственном бизнесе, надо его полностью менять, переформатировать. Может быть, у вас офлайн бизнес, и вы сейчас откроете онлайн-страничку, начнете онлайн продавать, и сейчас все хорошо пойдет. Вы будете менять стратегию, да, вы будете менять цены, услуги. Очень классно этим заниматься, если у вас есть собственное дело. Затмение не приносит потерю финансов, оно может отсечь какой-то маленький нестабильный доход, чтобы вы освободили время для более выгодной работы. В феврале затмение Водолея уже включило ваш 8-й дом общих финансов. Тогда мог появиться, не знаю, какой-то, может быть, какой-то звоночек появился первый. В каких темах будут перемены в ближайшие 1,5 года. Возможно, вы взяли кредит, долг, налоговый какой-то вопрос решали, поднялся вопрос раздела имущества, финансовая зависимость от партнера или необходимость вложить деньги в общее дело. В августе станет понятно, какую часть расхода вы берете на себя, за счет чего вы будете ее покрывать. Может решиться вопрос ипотеки, страховки, алиментов, наследства, налогов, выплаты по кредиту или денег партнера. Тема финансов будет очень острая для вас в августе и сентябре. Один из самых вероятных сценариев: вы можете получить крупную сумму, но сразу распределить ее на что-то. Там, к примеру, деньги приходят от продажи имущества, возврата долга, премии, совместного бюджета и сразу уйдут на ремонт, переезд, кредит, налог, обучение, семейную покупку. Сам факт прихода денег еще не означает, что весь август вы будете чувствовать себя богаче, но затмение перераспределяет ваш бюджет и показывает, какие обязательства пора закрывать, от чего отказываться, к чему идти, что делать. Может быть, вы находились в декрете, сейчас вы выходите на работу. То есть вы отказываетесь от зависимости, вы получали материнский капитал, да, зависели от государства, и сейчас вы выходите на работу, нанимаете няню, освобождаете время и начинаете зарабатывать, может быть, даже собственный бизнес открываете, или начинаете работать из дома, на дому, начинаете получать собственный заработок, доход. Ну, это прекрасный период для этого, чтобы заняться собственным бизнесом, открыть собственный бизнес, если вы давно об этом мечтали. Подумайте, что вам нравится делать, чем вы могли зарабатывать, какое у вас хобби. Делитесь в комментариях, что вы любите делать, и я, и подписчики будем вам помогать советом, как начать, что сделать, не знаю, как можно на этом зарабатывать. Обязательно делитесь. Да, в августе вы можете получить какую-то крупную сумму, но она не будет просто так, что вы получили и отложили. Нет, все равно деньги нужно будет куда-то распределять на что-то. Делитесь, раки, может, вы уже знаете, какую сумму вы ждете, от какой сделки, кто вам должен денег, откуда должны прийти деньги. Есть аспект к Сатурну из 10-го дома гороскопа, и это напрямую связывает деньги с карьерой. Руководитель может предложить вам новую должность, официальное оформление, другой график, дополнительные обязанности. Вместе с ответственностью должна измениться и оплата вашего труда. Не соглашайтесь на большее обязательство или должность по старой зарплате. Южный узел во Льве одновременно покажет, куда деньги уходили ради внешнего впечатления, чтобы, не знаю, может показать свой статус. Вы можете отказаться от какой-то дорогой покупки, статусной вещи, ненужной подписки, расходов, которыми пытались поддерживать красивую картинку. Можете продать какие-то украшения, технику, автомобиль, мебель, оборудование или другую вещь, которой больше не пользуетесь. И освободившиеся деньги будут направлены на действительно важную цель. Будут важные переговоры по финансам в августе с работодателем, банком, налоговой, партнером, родственником или человеком, который должен вам заплатить. У каждого своя история, но тема финансов будет очень сильно обсуждаться в августе. И кто-то может пытаться навязать свои условия, уменьшить вашу долю или заставить вас взять на себя чужие расходы. Обязательно все суммы и проценты вы должны прописывать заранее и не доверять обещанию. Сейчас начнем, а с оплатой потом разберемся. Нет, так не пойдет. Конечно же, август может дать вам увольнение с одной работы и переход на другую, подписание рабочего договора, подписание длительного классного какого-то контракта. Может, вы в новую компанию переходите. Обязательно, раки, делитесь, рассказывайте. Всем нам очень интересно, потому что именно у вас происходит очень-очень-очень
много событий в секторе финансов из-за того, что там южный кармический узел, из-за того, что там Юпитер, из-за того, что сейчас медленные планеты, личные планеты, прошу прощения, не медленные, а личные планеты в августе там Меркурий во Льве, Солнце во Льве. Делитесь, рассказывайте обязательно. Если в августе вы начнете переговоры, то к октябрю Юпитер даст вам возможность увеличить доход, получить более крупную сумму или решить свое дело. К примеру, вы сейчас начинаете собственный бизнес, будете делать на дому маникюр, макияж или там, извините, парни, сразу не соображу, чем вы можете зарабатывать на дому. Может быть, просто работать удаленно, не знаю, криптовалютой заниматься, сайты создавать, еще что-то, откроете компанию, начнете работать на себя. Вот к октябрю доход увеличится, Юпитер увеличит доход от вашего собственного дела. А в начале ноября пойдут конкретные действия. Запуск продаж, крупная покупка, выплата долга, активный поток финансов, может быть, новая работа. То есть вся эта тема будет до конца осени развиваться, финансовая. Кстати, я недавно видела рилс девушки, она начала готовить еду на дому для своих соседей. Она живет в большом комплексе, там очень-очень много квартир, более 500, и она сразу же в первый день объявления заработала половину той суммы, на которую она хочет выйти в день. Очень классная идея. Тоже она даже оформила ИП, все, собственный бизнес, все делает официально и дома, потому что у нее есть дети. Она не может работать там где-то с 9 до 6, пропадать, она хочет и с детьми быть, и как-то зарабатывать. То есть это маленькое дело, которое потом может перерасти в такую крупную сеть и доставку еды, и вообще во что угодно. Поэтому задумайтесь, что вы умеете делать, что вы можете делать, что вы любите делать, и воплощайте эту идею в ближайшие 1,5 года. Затмения во Льве будут давать вам классные идеи, креатив. Затмения в Водолее будут давать вам новые технологии, аудиторию, онлайн-пространство, поддержку. Львы — главные герои этого не просто затмения, а августа этого года, ближайшего до следующего лета, когда Юпитер идет по вашему знаку, когда южный кармический узел будет идти по вашему знаку. И сейчас происходит первое затмение в вашем знаке на новой оси. Если вы солнечный лев и родились примерно с 9 по 16 августа, вы сильнее других почувствуете это затмение. Или если у вас есть важные точки, куспиды, планеты в 20 градусе знака льва. Главное событие августа – ваше собственное решение, вы сами. Вы больше не захотите ждать, пока партнер, начальник, родственник, обстоятельства определят ваше будущее. Вы сами объявите об уходе, о переезде, о начале отношений, о расставании, о смене работы, о запуске проекта или о новом направлении жизни. Вы слышали этот сигнал на фоне? Вот это для вас сигнал, львы, что пора действовать. Все, для вас загорелся зеленый свет. Другие знаки могут получить события какие-то, да, не касающиеся личности их, да, что-то с партнером, родственниками, какие-то документы, а у вас все начинается с фразы «я решил», «я решила», то есть с вашей личной воли. Так как затмение возле южного узла, новое решение потребует расстаться с какой-то старой ролью. Вы можете перестать быть чьей-то женой, чьим-то мужем, сотрудником, руководителем, партнером, человеком, который всегда обязан соответствовать определенному образу. И если у вас были какие-то недоговоренности, может быть, в отношениях как-то не ладилось, не клеилось, вы закрывали на многое глаза, вы шли на уступки, это затмение может показать, что все, хватит терпеть, выбирайте себя, выстраивайте границы, полностью перестраивайте отношения, объявляйте партнеру, если он для вас важен, как с вами нужно обходиться, как с вами нужно общаться, чего вы хотите, чего вы ждете. Выбирайте то, что нравится вам, не соглашайтесь на меньшее. Вы можете вообще уволиться, уйти с должности, которая больше не приносит вам удовлетворения, закрыть прежний бизнес, изменить название проекта, отказаться от псевдонима, перестаньте поддерживать какой-то публичный образ, который уже не совпадает с настоящей жизнью или с вашими внутренними убеждениями. Может, вы какую-то роль играли, может, у вас блог свой был, страница, может быть, вы снимали видео для охватов, но вам это не нравилось, направление. Вот это затмение даст вам повод задуматься, чего хотите вы.
Как делать так, чтобы нравилось и вам, а не только другим и окружающим. Первый дом связан с вашей внешностью, с вашим телом. В августе вы можете полностью поменять образ жизни, прическу, стиль одежды, вес, привычки, режим, имя, фамилию. Можете начать заниматься собой после длительного перерыва, пройдете обследование, вернетесь к тренировкам, займетесь вопросом, который долго откладывали. Марс находится в вашем 12 доме гороскопа, поэтому перед затмением можете чувствовать усталость, желание побыть в одиночестве, временно исчезнуть из публичного пространства. Это не слабость, вам просто нужно закончить старый этап, прежде чем громко объявлять о новом. Тем более, у вас еще и дни рождения в августе, столько событий, столько всего, столько энергии львиной там, просто нереально. Пожалуйста, делитесь, если вы солнечный лев или вы асцендентный лев, что у вас происходит, какие важные события. Не может быть такого, что вы лев, и никаких событий в августе у вас не произойдет. Такого не может быть. Может быть, впервые отпраздновали день рождения где-то на курорте. Может быть, вы наконец-то решили давний вопрос. Может, вы наконец-то получили разрешение на выезд. Может быть, вы встретили свою вторую половинку, влюбились, начались отношения у вас. Не может быть, что у вас все своим чередом идет, никаких абсолютно событий не происходит. Я вам не верю. Если они проиграются точно точь-в-точь день, естественно, в день затмения не может быть, но в любом случае события август, начало сентября будут яркими. Может быть, ваша дочь выходит замуж, сын женится. Что-то судьбоносное, должно произойти. Я с такой уверенностью говорю, потому что в моей жизни есть и асцендентные, и солнечные львы, и действительно перемены в их жизни большие, и самое главное, что они благоприятные, что то, что они давно не могли сделать, то, на что давно не могли решиться, то, что не получалось, то, что было страшно, непонятно, неясно, сейчас все проясняется в их пользу. Поэтому я думаю, что у вас также львы. События августа такие же яркие, как и вы, события этого затмения. Вы можете выйти замуж, жениться. У вас, если вы одиноки, вы можете встретить своего человека, вы можете встретить свою судьбу. Я когда-то по таким кармическим узлам встретила своего будущего мужа. Там еще у меня в 7 доме был Юпитер во Льве. И Венера во Льве, еще личные планеты. То есть личная жизнь выходит на первый план. Вы сами будете привлекать внимание как магнит, вы будете лучше выглядеть, чувствовать себя, излучать эту энергию, эту уверенность. Вы можете запустить какой-то личный проект, собственный бизнес, собственный блог и прямо взорвать аудиторию, прямо как-то очень ярко проявиться, быть в центре событий своей жизни. Помните, что жизнь — это кино, и мы в ней главные актеры. Все, что происходит в нашей жизни, все ради нас и для нас. Всегда об этом помните. Особенно вы, львы. Проявляйтесь ярко, заявляйте о себе, любите себя. Вы знаете, что я заметила? В этом месяце очень-очень много львиной энергии. Я такую мелочь, но я сейчас записываю для вас прогноз, смотрю на себя в зеркало и вижу ногти красного цвета. Вообще у меня всегда нейтральные ногти. Я весь год ношу вообще просто нюдовые оттенки, но позавчера мне захотелось прям красных, ярко-ярко красных Феррари, прям такого цвета, ногтей ярких, как вы любите, львы, многие, особенно асцендентные. Видите, как на мне проигралась эта энергия. А когда Юпитер перешел в знак Льва, я на видео про Юпитер поставила на обложку свое лицо, впервые за 1,5 года показала. Это и есть энергия льва, показывать себя, выходить на сцену, получать аплодисменты, похвалу, комплименты. Если вы мечтали о блоге, никак не могли решиться, решайтесь. Если вы его запустили, и у вас очень мало подписчиков, или вы только-только начинаете, оставляйте свой никнейм или аккаунт, оставляйте в комментариях под этим видео, мы вас все поддержим. Перейдем, подпишемся, полайкаем ваш проект, рассказывайте о своем бизнесе, о своем проекте, особенно если онлайн, особенно если кто-то может у вас это купить онлайн, заказать консультацию, записаться к вам. Оставляйте название своего бизнеса, я не против. Пожалуйста, я только за, и я вас поддержу. Львы, это затмение меняет не какую-то определенную сферу жизни, а полностью вашу роль в собственной жизни. В августе вы перестанете поддерживать образ, из которого вы уже выросли, и примете решения, которые давно откладывали. Для кого-то это новая внешность или имя, для кого-то брак, развод, переезд, смена работы, личный проект, возвращение к себе после периода, когда вся жизнь строилась вокруг других людей. Очень яркие события, перемены будут именно у вас.
вашей личности, вашей внешности, вашем самоощущении, во всем, что связано с вами. Личные проекты просто получают огромный зеленый свет от всех планет и говорят: давай, действуй, пожалуйста, продвигай свой бизнес, пожалуйста, продвигай свой проект. Мы тут, мы тебя поддерживаем, показываем, в каком направлении идти. Не зацикливайся сейчас на каких-то бумажках, мелочах и вечном обучении. Начинай и учись на ошибках. Планеты прям кричат вам проявляться, и события будут проигрываться именно лично через ваши решения и через вашу личность. Делитесь обязательно в комментариях, что у вас происходит, львы. Мне очень интересно. Из тех львов, которых я знаю, все перемены, все прекрасные, все абсолютно, и уже затмения у них проигрались в самом начале августа. Девы, солнечное затмение происходит в вашем 12-м доме гороскопа. Самый закрытый 12-й дом. И может быть какое-то решение по работе, которое сначала будет готовиться тайно. Увольнение, самостоятельный уход, сокращение, перевод в другой отдел, переход на удаленную работу, закрытие проекта, конфиденциальное предложение другой компании. Сейчас в августе будет решаться что-то за закрытыми дверями. Может быть, принимает кто-то решение, какая-то государственная служба, инстанция, чиновник, выдавать вам разрешение, выдавать вам лицензию, выдавать вам документ. То есть что-то сейчас готовится, о чем вы пока не знаете. До определенного момента вы сами можете не рассказывать о своих планах, или руководство не будет раскрывать происходящее в компании. Может быть, вы готовите переезд, может быть, вы познакомились, у вас есть молодой человек или девушка, вы не рассказываете об этом никому. Может быть, вы, как я, ведете блог. Никто из моих родственников, знакомых, друзей, никто, кроме моего мужа, не знает, что у меня есть YouTube-канал, и я астролог. Хотите верьте, хотите нет. Ну, вот такая вот у меня скорпионья натура. Я люблю все, потому что у меня еще управитель первого дома в 12-м находится. Вот я люблю все такое тайное, я люблю бросать вызов обществу. Мне нравится эта энергия. И даже не дело в том, что я не показываю себя по каким-то причинам. Мне реально это нравится. И чем дольше я себя не показываю, мне интереснее так. Есть какие-то, конечно, моменты, которые, да, из-за переездов, из-за загруженности у меня нет времени снимать себя. Я еще такой человек, что у меня все должно быть идеально, прям все. Вот я должна выглядеть, как будто у меня свадьба в этот день, когда я записываю видео. Вот, и вы представляете, сколько сил нужно, чтобы записать одно видео, каждый раз так собираться. Поэтому пока я записываю так. Вот это 12-й дом, я за кулисами, то есть меня не видно, меня слышно, меня не видно, я себя не проявляю, но это 12-й дом. Так и вы можете заниматься чем-то, каким-то проектом, к чему-то готовиться, не рассказывая об этом никому. Именно в августе может это событие проявиться. Меркурий тоже находится в 12-м доме, поэтому затмение может еще управляет 10-м домом карьеры. Затмение может касаться вашего профессионального положения. Меркурий в оппозиции к Плутону в 6-м может скрыться информация о реорганизации вашей компании, о сокращении сотрудников, о смене начальства, о закрытии отдела или о конфликте внутри коллектива. Вы можете узнать, что кто-то от сотрудников скрывал от вас что-то, или что какие-то интриги плелись у вас за спиной, или сами поймете, что больше не хотите работать в прежних условиях, в прежнем коллективе, хотите уволиться, уже уйти. В феврале затмение Водолея включило 6-й дом работы, здоровья, ежедневных обязанностей. Вспомните, что у вас тогда происходило. Тогда мог поменяться график, профессия, карьера, коллектив, должность, объем работы, состояние здоровья. Вот в августе история получит развязку. Если последние месяцы вы работали на износ, заменяли других, выполняли чужие обязанности, оставались там только из-за страха потерять доход, вы примете решение уйти или потребуете изменить условия. Увольнение не обязательно произойдет неожиданно в один день, может, вы это давно готовите. Или вы будете сначала получать предложение от другой компании, проходить тайное собеседование, подписывать соглашение о неразглашении, оформлять отпуск, больничный, и только потом объявлять об уходе. Возможен перевод на работу из дома в закрытое учреждение, в иностранную компанию, в направление, где большая часть задач выполняется без публичности, вот удаленно как-то. Именно в августе вы можете начать работать над каким-то творческим проектом, или может вам руководство доверить какой-то конфиденциальный проект, закрытый проект.
Может быть, вам доверят информацию, доступ к закрытым данным, внутреннюю проверку, аудит, исследование или работа, о которой пока нельзя рассказывать. Если вы психолог, врач, астролог, может быть, вы работаете в больнице, в гостинице, в благотворительных организациях, реабилитационных центрах, других закрытых учреждениях, может начаться новый профессиональный этап и перемены в вашей карьере. Так как рядом с затмением находится южный узел, вернется какая-то незавершенная история, бывший работодатель, старый проект, неоплаченная работа, документы из другой страны, прежняя медицинская страховка, может быть какая-то медицинская проблема, человек, с которым осталась тайная связь. Кстати, 12-й дом еще тайные связи, еще и затмение во Льве. Вот эта тайная связь может либо вскрыться, либо завершиться тут. Будьте осторожны, если вы участник какого-то любовного треугольника, лучше из него выходите, потому что рядом южный узел не будет вам создавать хороших событий, если вы участвуете в такой истории. Отказывайтесь от этого. Южный узел прям подсказывает, что вы не туда свернули. Или, может быть, вы узнаете, что вы с кем-то познакомились, а человек не свободен, и именно затмение это прояснит. Затмение может дать и завершение таких отношений, потому что 12-й дом – дом завершений. Конечно же, еще один яркий сценарий 12-го дома может быть связан со здоровьем, восстановлением. Если вопрос уже существует, в августе вы можете получить результат обследования, план лечения, дату процедуры, дату операции или направление в медицинское учреждение. Может понадобиться отпуск, временное освобождение от работы, больничный, может быть поездка в санаторий, терапия или период восстановления. Само затмение не означает, что принесет там какие-то новую болезнь, но оно просто показывает, что организм больше не позволит игнорировать усталость, бессонницу и постоянную перегрузку. Лучше сами планово проходите обследование, сдавайте анализы, корректируйте питание, лечение, поддерживайте как-то витаминами организм, не доводите до крайности, да, когда вы терпите, там у вас какой-то зуб болел, вы все откладывали, и вот в августе все уже такая ситуация, что нужно идти и вырывать его. То есть так делать не надо. Затмение не дает что-то новое, оно просто вскрывает проблему, которая давно уже у вас висела. Для кого-то из вас дева событие может быть связано с другой страной, может быть у вас отношения на расстоянии, и затмение их прояснит, как дальше будут складываться обстоятельства. Может быть, вы будете собирать документы, визу, вид на жительство, разрешение, переезжать к любимому человеку, либо он к вам. Можете разбираться с налоговыми документами, ответами от иностранной организации, тайно готовить переезд, закрывать дела на прежнем месте, увольняться перед отъездом или оформлять дистанционную работу. Может, семья, партнер пока что находится в другой стране, и в августе решается вопрос вашего воссоединения, поездки или финансовой поддержки. Если в августе ситуация по 12-му дому не решится окончательно, она запустится, но около 3 октября получит развитие, появится помощь, деньги, новый вариант, а в начале ноября понадобятся конкретные действия: увольнение, переезд, процедура какая-то, подписание документа или запуск проекта, который до этого готовился в тайне. Весы. Для вас солнечное затмение происходит в 20 градусе знака Льва в вашем 11 доме гороскопа. В августе вы начинаете новый проект или поставите перед собой большую цель, новую, но начинать с нуля вам не придется. Рядом с затмением будет южный узел, поэтому вы будете опираться на то, что уже умеете, на свой опыт, на старые наработки, связи клиентов, аудиторию или талант, который вы раньше не использовали в полной мере. Может быть, вы когда-то вели блог, работали с людьми, проводили мероприятия, продавали свой продукт, собирали команду, начинали собственное дело. Потом остановились, отложили, решили, что время еще не пришло. Или вы вышли замуж, женились, появилась семья, другие какие-то обязательства. Вот в августе вы можете вернуться к этой идее и запустить ее уже нормально. Найти помощников, собрать аудиторию, объявить о проекте, собрать команду, открыть продажи, начать сотрудничать с другими людьми, может быть, устроиться в какую-то компанию, о которой вы мечтали. Появится предложение войти в новый проект, вас могут позвать, потому что у вас уже есть нужный опыт. Вам могут предложить руководить командой, организовывать мероприятия какие-то, может быть, выездные, знаете, ретриты выездные, или, к примеру, вы собираете девочек и едете на 3 дня в какой-то тур, трип, вы организовываете какой-то отдых, отпуск, вы открываете свое турагентство, что-то такое. Может быть, занимаетесь продвижением, ведете канал, ведете клиентов каких-то, становитесь лицом проекта. Вы быстро поймете, что делать, потому что уже проходили похожую историю раньше.
11-й дом связан с результатом от вашей профессиональной работы и бизнеса, поэтому проект, в который вы вложили много сил, которым вы занимались раньше, может наконец-то начать приносить деньги. Старые клиенты вернутся, люди начнут рекомендовать вас другим, прежние материалы тоже станут востребованными, вы можете получить прибыль, процент от продаж, предложение о рекламе или сотрудничество с человеком, у которого уже есть своя аудитория, коллаборацию какую-то. Если вы развиваете канал, блог, магазин, курсы, другую работу через интернет, в августе начнется новый этап, новый виток. Вы можете запустить новую рубрику, собрать группу людей, какое-то видео может у вас залететь, можете открыть закрытый клуб, чат, начать совместные эфиры, объединяться с другим каким-то специалистом. Лев дает вам более заметную роль. Вы уже не будете просто помогать кому-то за кадром или просто быть частью команды. Вы начнете выступать под своим именем, собирать людей вокруг своей идеи, быть лидером в команде. Южный узел также показывает, что старого коллектива или прежнего проекта придется отказаться. Например, вы много вкладывались в общее дело, но не получили ни денег, ни признания. У меня, кстати, есть асцендентные знакомые весы, у которых произойдет это затмение, и они уже 5 августа с одной компании ушли, которая не давала ничего, ни развития, ни роста, в другую, которая полностью соответствует знаку Льва. Может быть, и у вас тоже так, да, в какую-то более активную компанию перейдете, которая себя классно позиционирует, проявляет, постоянно развивается, постоянно обучается, двигается, не стоит на месте. Вообще очень-очень классно себя проявлять именно в коллективе и в команде. Очень актуальна может быть тема дружбы. Может завершиться с кем-то дружба, сотрудничество, которое держалось там, не знаю, только на прошлом. Вы поймете, что с человеком вас уже ничего не объединяет. Может, вы дружили просто по привычке, но переросли этого человека, и ничего, кроме старых воспоминаний, вас не связывает. Но одновременно освободится место для людей, с которыми у вас будут общие планы, работа и реальный интерес друг к другу. Кто-то из прошлого может помочь вам начать новую историю, новую работу, новый путь. Старый друг даст контакт, бывший коллега предложит работу, прежний клиент приведет новых людей, или человек, с которым вы когда-то хотели сотрудничать, снова вернется с предложением. То есть прошлое тут не просто повторяется, а дает вам новый виток событий, дает вам новых людей, опыт, материалы для старта. Скорпионы, солнечное затмение 12 августа происходит в вашем 10-м доме гороскопа. Высшая точка карты. В августе будет решаться вопрос работы, должности, карьеры, начальства, собственного бизнеса, вашего официального статуса. Вопросы мужа, отца будут выходить на первый план. Вы можете получить повышение, новую должность, больше полномочий. Вас могут назначить руководителем, передать вам команду, большой проект, направление. Вы станете заметнее на работе. Вы начнете отвечать не только за себя, а еще и за других людей. Сразу уточняйте, изменится ли вместе с должностью ваша зарплата. Не соглашайтесь быть начальником только на словах и выполнять в 2 раза больше работы за прежние деньги. У кого-то наоборот. Вы поймете, что дошли до точки, когда вы уже не растете в этой работе, в этой профессии, вы уволитесь, может быть, у вас просто компания закрывается, сокращают сотрудников, меняют руководство, может быть, компания отказывается от определенного направления. И вы решаете уйти, если давно не видите там роста, не получаете хорошую оплату или постоянно выполнять чужие обязанности. Это хороший период, чтобы начать жизнь с чистого листа, начать ценить себя больше и искать работу, которая нравится вам. Так как затмение происходит с южным узлом рядом, рабочая история будет связана с прошлым. Могут вернуться бывший начальник, прежний работодатель, старый клиент, проект, который вы когда-то не закончили. Вам могут снова предложить работу в компании, из которой вы уже уходили. Или попросят временно вернуться и помочь закончить то, что без вас не получается. Но возвращаться на прежнее место есть смысл только на новых условиях. Если вам предлагают ту же зарплату, те же обязанности, снова обещают повышение когда-нибудь потом, затмение может окончательно показать вам, что все, отказывайтесь от этого сценария, не ведитесь на это. Еще вы можете получить какой-то очень важный документ, расчет, передать дела, больше не возвращаться к этой работе, то есть меняется статус. Вы работали, вы становитесь временно безработными, ищете новую компанию, потом будете менять, переходить в другую. То есть официальный статус на бумаге в августе может у вас меняться. Официальный статус по знаку Льва, один статус закрывается, другой, то есть один статус на бумаге, от какого-то статуса отказываетесь, к какому-то статусу переходите. Может быть, вы официально становитесь женой, мужем, статус на бумаге. Может быть, вы становитесь владельцем недвижимости, владельцем автомобиля, то есть то, что
подтверждено документально. Можете зарегистрировать компанию, открыть ИП, офис, магазин, салон, новое направление, налоговый номер открыть, стать владельцем собственного бизнеса, нанимать сотрудников, назначать управляющего, начнете работать под своим именем. Если у вас было свое дело, вы можете его переформатировать, полностью сделать ребрендинг, что-то поменять, добавить какие-то услуги. Можете закрыть дело, которое больше не приносит доход, продать бизнес или полностью может поменять его формат. Если у вас сейчас период, когда вы ищете работу, то в августе может появиться конкретный вариант. Вас пригласят на собеседование, предложат официальное оформление, позовут через человека, с которым вы уже когда-то работали. Это может быть не совершенно новая сфера, работа, где приходится делать то, что вы умеете, где пригодится ваш прежний опыт, связи и ваши знания. События могут быть связаны с кем-то из ваших родителей. Может быть, не знаю, отец выходит на пенсию, увольняется, получает новую должность, решает закрыть собственное дело. Даже если у вас лично на работе все спокойно, события у родителей может повлиять на ваши семейные планы и потребуют вашего участия. Рабочие перемены могут привести вас к переезду, вам могут предложить должность в другом городе, стране, перевести в другой офис, попросить чаще ездить в командировки. Возможно, обратная ситуация, что из-за семьи, ребенка, переезда, необходимости помогать родителям, вы решаете сменить работу, уйти на удаленный график или отказаться от должности, которая забирает слишком много времени у вас. Да, скорпионы, в августе может меняться ваш статус, не обязательно 12 августа, но август, сентябрь, октябрь. Самыми актуальными будут ваши положения, ваш официальный статус. Вы разводитесь, вы выходите замуж, вы выходите на новую должность, получаете классный контракт какой-то, подписываете официальный, вы получаете, может быть, решение официальное от госструктур, подаете на гражданство, подаете на разрешение на работу или, может быть, разрешение на лицензию какую-то для собственного бизнеса. То есть вы будете разбираться с какими-то официальными документами, договорами и контрактами. Это главная тема ближайших месяцев. Обязательно делитесь, что у вас будет происходить из перечисленного, какие у вас планы. И когда вы делитесь, обязательно указывайте, вы солнечный скорпион, либо вы асцендентный скорпион. Стрельцы, для вас затмение произойдет в вашем 9 доме гороскопа. Главная тема августа – другая страна, дальняя поездка, документы юридические, визы, вид на жительство, разрешение на работу, учеба или судебные процессы. У многих из вас будет решаться вопрос переезда. Вы можете наконец-то получить одобренную визу, вид на жительство, купить билеты, начать собирать вещи, получить приглашение на работу в другую страну или приглашение на учебу из другой страны. Либо решите вернуться домой, переехать из одной страны в другую. Если вы уже живете за границей в августе, будете продлевать документы, менять статус, оформлять страховку, регистрацию, разрешение на работу, банковский счет в другой стране. Может прийти ответ, которого вы долго ждали. Также вас могут попросить донести какую-то бумагу, справку, повторно пройти собеседование, заново подать заявление. То есть тут будут самые главные темы, связанные с документами, важными документами. Это не просто какая-то справочка, листик какой-то. Нет, это документы важные, которые связаны с дальними странами, поездками, компаниями международными. Рядом с затмением находится Южный узел, и это не совсем новая история, то, что уже запущено. Скорее всего, вы уже думали об этой стране, раньше туда ездили, подавали документы, пытались переехать. Может быть, вернется вариант какой-то, который когда-то сорвался. Вам снова напишет иностранный работодатель или из университета, или юрист какой-то, человек, который раньше обещал помочь с переездом. Может быть, вы переехали в какую-то страну, первый раз подали, что-то не получилось. Сейчас дособерете справки, документы и повторно подадите документы, получите вид на жительство. Можете вернуться в страну, где вы уже жили, например, уехали, но оставили там работу, отношения, документы, имущество. Сейчас придется снова туда ехать, решать эти вопросы, забирать вещи, закрывать банковские счета, продавать имущество, заканчивать документы какие-то, контракты, договора. И поймете, что хотите переехать в другую страну, либо остаться в этой. То есть будет конкретное решение с вашим дальнейшим будущим, да, где вы хотите жить, как вы хотите жить, что для этого, какие документы нужны.
Кету может и закрыть старую историю, может вы несколько лет пытались получить документ в определенной стране, постоянно ждали, тратили деньги, ничего не продвигалось. В августе можете отказаться от этого варианта и выбрать другую страну. Можете отменить поездку, забрать документы, перестать ждать человека, который обещал помочь, но так и ничего не сделал. Конечно же, 9-й дом еще связан с учебой, поэтому кто-то из вас может поступить в университет, получить второе высшее образование, получить результат экзамена, восстановиться после перерыва, начать обучение новой профессии. Либо поймете, что выбрали не ту специальность, заберете документы и перейдете в другое место. У меня тоже такое было, когда я с 3-го курса забрала свои документы с экономического. Может вернуться учеба, которую вы когда-то бросили, и сейчас захотите закончить ее, получить диплом, или окончательно откажетесь от нее. Еще может быть обучение за границей, языковые курсы, подтверждение диплома, экзамена, который нужен именно для работы и переезда. Апостиль, перевод какой-то диплома. Если вы уже сдали это все и не получили нужный результат, появится возможность пересдать. Если сами вы преподаете, ведете блог, записываете курсы, консультируете, делитесь своими знаниями, в августе может появиться небольшая группа участников вашей команды, то есть новые какие-то участники или ученики новые, или может телеграм-канал сообщества новых туда добавите, да, участников, будете делиться какой-то информацией. Может, это закрытый телеграм-канал, платный, может быть, индивидуальное обучение запустите, выпустите книгу, начнете вести канал на другую аудиторию, может, на англоязычную аудиторию. Или предложение можете получить, кстати, выступить перед какой-то аудиторией еще где-то, как коуч, спикер. Какой-то курс, текст, книга, проект, который вы не закончили, снова станет актуальным. И еще одна очень важная тема 9-го дома – это суды, юридические дела. В августе может прийти решение суда, назначение заседания, может вернется старое дело, появится возможность договориться без долгого разбирательства. Вопрос может касаться развода, имущества, документов, иммиграции, спора с иностранной компанией, может быть спор с клиентом каким-то или с соседями. Возможно, придется менять юриста и повторно подавать документы. Для кого-то может быть событие у близкого человека, например, друзья, родственники мужа, какие-то у них вопросы важные, может быть, кто-то из родственников поступает в университет, может, кто-то получает работу за границей, решает переехать. Тогда уже всей семьей приходится обсуждать планы, покупать билеты, обсуждать жилье, документы. Может, кто-то из родственников, вы живете в эмиграции, они собираются к вам переехать, вы будете им помогать. То есть лично вы можете никуда не собираться, но решение другого человека сильно изменит ваши планы, или вам придется участвовать в жизни ваших родственников, в жизни родственников вашего партнера по личной жизни и помогать им с их планами. Возможно, еще дальняя поездка, может быть, свадьба, встреча с родственниками, учеба, лечение, оформление документов, рабочее мероприятие. Не просто отпуск, это время, во время этой поездки вы можете получить предложение, познакомиться с нужным человеком, принять решение о переезде, то есть какая-то важная поездка. Может, вы поедете на несколько дней впервые в Италию и влюбитесь в нее и решите купить там дом и переехать. То есть событие в августе может сейчас запустить цепочку тех событий, которые будут развиваться в ближайшие 1,5 года. Либо вы едете в отпуск, встречаете там итальянца, знакомитесь и выходите замуж, остаетесь там жить. Козероги, солнечное затмение происходит в вашем 8-м доме гороскопа. В августе у вас начинается новая финансовая история. Речь не только о вашей зарплате, а о деньгах партнера, банка, государства, страховой компании, инвестора или другого человека. Вы можете оформить ипотеку, взять кредит, рассрочку, рефинансирование, купить автомобиль кредит, взять дом в ипотеку. Вы можете подать заявку, получить одобрение, договориться о новой сумме или более удобном графике выплат. Можете взять деньги на жилье, бизнес, обучение, лечение, крупную какую-то семейную покупку. Рядом с затмением южный узел, поэтому новый финансовый этап будет связан с какими-то старыми обязательствами. Например, вы закрываете прошлый кредит, оформляете новый на лучших условиях, либо гасите долг, который давно тянулся, продаете имущество и направляете деньги на новую покупку. Получаете выплату, которую вам должны уже не первый месяц. Наконец-то вам вернут долг какой-то. Может вернуться старый вопрос с налогами, страховкой, наследством, алиментами, компенсацией или разделом имущества. Вы снова поднимете документы, обратитесь в банк, к юристу, в государственную организацию, можете оформлять новую банковскую карту,
новую кредитную карту. Сейчас история может продвинуться, вы подадите новое заявление, договоритесь о выплате или наконец-то поймете, что нужно сделать для получения денег. Может быть, вы подаетесь на получение пенсии, может быть, вы подаетесь на материнский капитал, на государственные какие-то выплаты. Если вы находитесь в браке, живете с партнером, в августе начнется новый этап в общем бюджете. У партнера может появиться работа, повысится доход, появится новый заработок, крупная выплата, возможность вложить деньги в общее дело. Можете открыть совместный счет, начать копить на жилье, распределять расходы, решить, кто оплачивает кредит, аренду, другие семейные обязательства. Можете начать жить вместе, выйти замуж, жениться, тем самым теперь у вас общая копилка, общий бюджет. Для кого-то эта история может проиграться как раздел имущества, если сейчас у вас решается вопрос развода, раздела. Вы можете полностью перестать зависеть от партнера, закрыть общий счет, поделить имущество, договориться, что каждый теперь отвечает за свои расходы. Солнечное затмение даст какое-то новое финансовое правило в отношениях. Южный узел поможет отказаться от старой зависимости. Если вы ведете бизнес, может быть выгодное сотрудничество с инвестором, с партнером, хороший какой-то клиент крупный. Вам могут предложить вложение, кредит, процент от прибыли или совместную покупку. Тут вы будете опираться на прежний опыт, и если вы работали уже с чужими деньгами, недвижимостью, налогами, кредитами или инвестициями, ваши знания помогут правильно оформить новую сделку. Может быть монетизация, да, получение денег от монетизации, получение денег от какой-то... Может, у вас совместный бизнес-партнеров, вы делите проценты, делите прибыль, либо работаете на компанию, вам часть процентов платят, часть забирает компания, то есть тут могут прийти деньги, может переподписание договора быть. Для кого-то из вас, козероги, может проиграться вопрос наследства, может быть продажа имущества, деньги за квартиру, дом, земельный участок, за автомобиль, бизнес или доля в компании. Вы получите сумму и направите ее на какой-то новый этап, на переезд, на покупку жилья, открытие дела, закрытие долгов. Может быть получение оформления наследства, появится завещание, откроется вопрос семейного имущества, земли какой-то, участка, и придется договариваться с родственниками о разделе. Вообще затмение это принесет возврат к уже существующей истории с документами, собственностью, деньгами семьи и с наследством. Да? То, что уже раньше решалось, сейчас опять может подняться этот вопрос по наследству. Может прийти страховая выплата, возврат налога, компенсация, пособие, деньги после суда или расчет при увольнении. Если вы уже раньше пытались получить какую-то сумму, но дела затягивались, в августе вы можете подать документ повторно и получить положительный ответ. Август может принести вам еще очень крупную покупку совместную, да? Дом, автомобиль, может быть крупные расходы на какое-то мероприятие, там, на свадьбу, на юбилей, на крестины, может рождение ребенка, и нужно полностью оборудовать детскую, покупать все. То есть какие-то очень крупные расходы, крупная покупка именно совместная. Если у вас запланировано лечение, какая-то медицинская процедура, операция, в августе может начаться оформление, подготовка, поиск финансов и согласование дат. Возможно, часть расходов покроет страховка, партнер или семья, но само затмение в 8-м доме, оно не дает что-то новое. Оно вскрывает то, что уже было, до этого обсуждалось, и то, что вы решали. Может, вы коррекцию зрения хотели сделать, может быть, полностью, пройти лечение у стоматолога, может виниры себе поставить, пластическую операцию сделать. То есть, если вы до этого решались, то по затмению или сомневались, по затмению можете уже принять окончательное решение, найти нужного специалиста. Солнечное затмение для вас, водолеи, будет в 7-м доме гороскопа. Очень важно, потому что кармические узлы недавно перешли на ось Лев-Водолей. Вы тоже одни из главных героев этих затмений. И что вам может принести именно в августе? Южный кармический узел вместе с затмением – это новые отношения, брак, совместная жизнь, деловое партнерство, важный клиент, договор. Одинокие водолеи, можете познакомиться с человеком, который достаточно быстро покажет серьезный интерес, серьезные намерения. Не просто переписка без результата. Человек может предложить встретиться, начнет строить планы, познакомит вас со своими близкими, поднимет вопрос совместной жизни. Знакомство может сразу изменить ваши планы на ближайшие месяцы. Так как рядом с затмением находится южный узел, при встрече может быть ощущение, что вы уже давно знаете друг друга. Человек будет напоминать кого-то из прошлого или отношения начнутся по знакомому сценарию.
Еще может вернуться бывший партнер или человек, с которым раньше уже были отношения, но не получилось их оформить. Южный узел не означает, что нужно возвращаться в прошлые отношения, снова повторять все ошибки. Нет, солнечное затмение открывает новую историю, но показывает, куда не нужно идти, по какому старому сценарию не нужно строить новые отношения. Да, может вернуться бывший партнер, но он останется рядом в том случае, если он готов вести себя по-другому, открыто говорить о планах, брать ответственность, подтверждать слова поступками. То есть если человек изменил свое отношение к вам, да, можно и стоит давать второй шанс. Если ничего не изменилось, вы можете провести последний разговор или окончательно понять, что все, эти отношения не стоят следующего шанса. Если вы уже в паре, будет новый этап, вы можете принять решение жить вместе, зарегистрировать брак, жениться, переехать, начать собственное дело совместное, бизнес какой-то совместный открыть. Может быть, появятся новые правила в отношениях, как вы распределяете финансы, может, роли поменяются, вы не работали, работал муж, сейчас наоборот, у вас появляется классная перспективная работа, муж будет больше проводить дома с детьми и работать на удаленке, то есть, может быть, роли у вас меняются. Конечно же, у вашего мужа, жены, у вашего супруги будут очень важные перемены. Это затмение может коснуться именно их. Может быть важные работа какая-то, карьера, финансы, развитие, блог. Вот что-то очень важное, может быть какие-то успехи у вашего партнера по личной жизни. Если у вас были какие-то несерьезные, неясные, непонятные отношения, ссоры, обиды, расставались, сходились, это затмение может принести вам окончательный разрыв, расставание, вы можете подать на развод, разъехаться, начать делить имущество, договариваться, как будете общаться дальше. Это тоже начало новой жизни, но нужно будет разобраться со старой. Особенно если отношения давно держались только на привычке, страхе остаться одному или одной, или обязанности какие-то перед семьей, или обязательства. Вы чувствовали, что вот так нужно, так надо. От этого сценария будете уходить. Так как затмение происходит во Льве, ваш партнер, с которым вы познакомитесь в личной жизни, которая начнется у вас в августе, может привести в вашу жизнь это затмение яркого, заметного, уверенного в себе человека. Может быть, он будет занимать, или она, руководящую должность, вести свой бизнес, работать с людьми, или нужно будет привыкать быть в центре внимания. Партнер может сделать ваши отношения публичными, объявить о вас, познакомить с друзьями, сделать предложение, открыто назвать вас своей парой. Но лев иногда дает желание управлять другим человеком, поэтому в августе будет понятно, строите вы равный союз или постоянно подстраиваетесь под чужие желания. Если партнер решает, где вам жить, с кем общаться, как работать, на что тратить деньги, вы начнете устанавливать свои границы и правила. Отношения должны учитывать интересы обоих. Вот это будет решающим. Вот в августе вот этот вопрос, да, какую роль в отношениях вы играете. 7-й дом связан не только с партнерством, браком. У вас в Водолее может появиться новый деловой партнер, крупный клиент, крупный контракт, может человек, который предложит совместный проект. Вы можете подписать договор, начать работать на проценты, разделять обязанности, объединять свои услуги с кем-то. Может быть, кто-то создает продукт, а вы находите клиентов и продаете. Может, вы с подругой, с другом открываете собственный бизнес. Вы, например, не знаю, классно шьете одежду, а подруга принимает заказы, может продвигать соцсети и заниматься вот другой частью, да, этого бизнеса. Прекрасная, да, тут возможность именно по затмению открыть собственное дело в компании с кем-то, да, в сотрудничестве с кем-то, с мужем, с женой, с другом, подругой. Главное, чтобы все было прописано, да, все условия. Если вы работаете с клиентами, консультируете, у вас работа связана с продажами, договорами, в августе начнется новый поток заказов, тем более там еще и Юпитер расширяет. Появятся постоянные клиенты, агенты, посредник, человек, который будет регулярно приводить вам людей. То есть новый заработок придет через прямое сотрудничество с другим человеком. У меня затмение тоже происходит в 7-м доме в знаке Льва. И Юпитер там находится. Я не знаю как, но каждый раз, когда я повышаю цены на свои услуги, у меня появляется все больше клиентов. Я не знаю, как это работает, но вот у вас тоже так может быть. Сейчас, тем более, Юпитер перешел в 7-й дом, клиентов стало намного больше. Почему я уже меньше беру новых? Потому что я просто не успеваю физически и на Ютубе создавать прогнозы, видео и консультировать.
Поток у вас клиентов может быть вообще классный. Если вы сейчас решите на себя начать работать, тоже не бойтесь. Юпитер поддержит, и у вас будут клиенты, у вас будут заказы. Какое-то видео может залететь и принести вам хороший поток заявок. Не обязательно прям 12 августа будет свадьба, развод, переезд, подписание большого договора. Сначала может появиться человек, предложение, разговор, решение, вы познакомитесь, получите приглашение, начнете обсуждать совместную жизнь, совместный бизнес, подадите документы, договоритесь о сотрудничестве, и потом эта история будет развиваться до конца следующего года. В вашу жизнь в августе войдет новый человек или поменяется формат уже существующего союза, отношений. Вы начнете отношения, оформите брак, решите разъехаться, подпишите договор, найдете делового партнера. Прошлый опыт поможет вам сразу понять, какие отношения вообще действительно имеют будущее, а какие снова приведут вас к тем же проблемам. Особенно заметно это затмение почувствуют те водолеи солнечные, которые родились приблизительно с 7 по 13 февраля, или асцендентные те, у кого асцендент находится с 17 по 23 градус водолея. Рыбы, вы, конечно же, не главный герой этого именно солнечного затмения, но в августе происходит финальное затмение в вашем знаке, поэтому весь август будет очень турбулентная энергия, нестабильная, непонятная, очень-очень-очень очень много решений придется принять важных именно в августе. Я понимаю, что последние 1,5 года затмения по оси 1 и 7 дома для вас были нелегкими. У кого-то появился новый партнер, у кого-то закончились отношения, кто-то вступил в брак, развелся, разъехался, полностью поменял отношение к любви. Я знаю, что за последние 1,5 года многие из вас менялись, трансформировались. У меня в 1 доме включен рыбы. В мой 1 дом гороскопа по 1 дому шли затмения. Столько трансформаций, как за 1,5 года последние, я не получала за всю свою жизнь. И я понимаю, через что прошли вы. Какой-то туман, неясность, неопределенность, что дальше, что делать. Перемены могли и события так быстро происходить, что не успевали вы реагировать. Не знаю, пишите, поделитесь в комментариях, что сильнее всего изменилось у вас, какая сфера жизни поменялась за последние 1,5 года. Отношения, работа, здоровье, переезд, вы сами. У меня, допустим, все. Кроме здоровья, наверное, все. И пишите, обязательно асцендентная вы рыба или солнечная. Вот в августе начинается финальная часть этой истории. 12 августа солнечное затмение во Льве открывает новый коридор затмений в 6 доме, а 28 августа года лунное затмение произойдет в 4 градусе знака Рыб, особенно если у вас солнце в 4 градусе или асцендент в 4 градусе. С 1 по 7 градус вы сильнее других почувствуете. Прямо в вашем знаке будет лунное затмение в 1 доме. Финальное затмение в вашем знаке, в этом цикле. Вы сильнее других почувствуете этот август. Уже последняя такая ударная волна. Держитесь, все закрывается, все заканчивается, все проясняется. Солнечное затмение 12 августа начинает что-то новое. Новая работа, график, лечение, режим, обязанности, дело, которое вернет вас к прежней жизни. Рядом с затмением находится южный узел, значит, вы не начнете с нуля. Вам пригодится прежний опыт, старая профессия, навык, забытый талант и то, чем вы когда-то уже занимались. Может быть, вам напишет бывший клиент, позовет прежний работодатель, предложит работу, которую вы уже умеете выполнять. Вы можете уволиться с одной работы, перейти на другую. Вы можете вернуться в знакомую профессию, но на других условиях. Раньше вы работали в компании, а теперь, к примеру, начнете делать что-то самостоятельно. Раньше помогали знакомым бесплатно, а теперь будете делать это за оплату. Или считали своим хобби какое-то дело. Сейчас поймете, что на этом можно зарабатывать. Солнечное затмение принесет новую работу. Новый режим, новый график. Что-то новое внесет в ваш быт в августе это затмение. Может, если вы ищете работу, быть собеседование, предложение, первый заказ, выход после перерыва, может после декрета, может после больничного. И вас это может по-настоящему разбудить, да, если у вас была какая-то апатия, если вы ничего не хотели делать, не было никакого интереса, вот это может вас зажечь, да, в августе какое-то занятие, не знаю, вернуть вам интерес к жизни, у вас появится причина вставать по утрам, собираться, общаться с людьми, строить планы. Вы почувствуете, что жизнь снова начинает двигаться в нужном вам направлении, что все начинает опять оживать, что проявляется, что-то проясняется, да, куда вы идете, ради чего вы это делаете. Но новое придет вот только после отказа старого.
к примеру, там увольняетесь с одной работы, где вас использовали, где вам платили мало, перестаете бесплатно заменять коллег, отвечать в выходные, выполнять обязанности других людей, отказываетесь от клиентов, которые постоянно задерживают оплату, перестаете быть тем человеком, на которого семья скидывает абсолютно все дела. Вот вы полностью будете менять быт, режим, график, все. Это будет последняя капля. В августе вы решитесь на тотальные перемены. То, что вас не устраивало, пусть берегутся близкие ваши коллеги, родственники, вы выскажите свое мнение. Южный узел в шестом доме убирает привычку жить только под чужими обязанностями, тянуть на себе все, служить. Вы можете впервые сказать: я это больше не буду делать. Просто вот последние 1,5 года вы поняли, что все вам сели на шею и свесили ножки. Видите, даже за окном сигналит кто-то. Вот это знак. Если работа не главная тема, то затмение может проиграться через здоровье, быт, обязанности. Вы можете записаться к врачу, сдать анализы, начать лечение, займетесь зубами, питанием, весом, сном, восстановлением, кожей. Возможно, проблема уже была раньше, вы временно ее убрали, но отложили как-то, и сейчас она опять вернется. Вот. Тут очень важно понимать связь еще и 2 затмений. 12 августа вы начинаете менять работу, режим здоровья, быт ваш меняется. Может, к вам кто-то приезжает и меняется распорядок дня. Может быть, у вас вы узнали, что вы беременны, или вы ждете ребенка, или родился недавно ребенок. Полностью меняется график, быт, режим, да, у всех. А 28 августа вы понимаете, как сильно это все меняет лично вас. Например, вы уходите на новую работу и знаете, что больше не хотите возвращаться к прежней жизни. Или вы начинаете лечение и понимаете, насколько долго игнорировали себя, недолюбливали себя, не обращали на себя внимания, все время старались для близких, для родных, все для них. Полностью может поменяться отношение к себе. Вы будете менять график. Может быть, и впервые за долгое время почувствовали, что у вас снова появились силы, что у вас есть время на себя, что вы наконец-то сказали мужу выгуливать собаку, наконец-то сказали дочке: теперь ты будешь мыть посуду. То есть вы разгрузили себя, и у вас появилось время на личные радости, на себя, на свое здоровье, на свое самочувствие. Вот это прекрасно. Прекрасное проигрывание этого затмения. Это затмение может принести вам помощника по дому, сотрудника какого-то, может быть, няню, может, клининговую компанию вы наймете, администратора или человека, который возьмет часть ежедневных дел на себя. Это тоже очень важно, потому что рыбы, вы сначала помогаете всем вокруг, а уже потом вспоминаете, что сами устали. Вот в августе вы начнете распределять обязанности и перестанете тащить все в одиночку. Полюбите себя, влюбитесь в себя, в свое отражение. Бог создал вас, и если вы смотрите на себя и говорите: ой, мне не нравятся мои волосы, а тут мне не нравится мой вес, а там мне не нравится мой разрез глаз, а у кого-то лучше. Нельзя так делать. Вас Бог создал. Вы должны любить себя. Вы первый человек на этой планете, в которого вы должны влюбиться. Потом уже другим, потом уже в других влюбляться, потом уже других, не знаю, одаривать своей заботой. Полюбите себя, и мир полюбит вас. Подумайте о себе, позаботьтесь о себе, рыбы. Вы всегда о всех заботитесь, вы всегда о всех думаете. Подумайте о себе. Говорю вам я, как человек с Сатурном в рыбах, как человек с включенным первым домом в рыбах. Я это не всегда знала и не всегда понимала, честно. Вы не представляете, как поменяется ваша жизнь. Делайте себе комплименты, надевайте на себя то, что вы хотите на себе видеть, то, что вам нравится. Не ждите каких-то праздников или выходных. Не знаю, радуйте себя, балуйте себя. Обязательно, и мир ответит вам взаимностью, и люди полюбят, окружающие полюбят вас еще больше. Не соглашайтесь на меньшее, не соглашайтесь на то, что удобно другим. Вот не хотите вы, вам сделали чай, но недостаточно он горячий. Не знаю, вы вправе отказаться, сказать: нет, я хочу горячий, или нет, я хочу пить из другой кружки. Это ваше право, это мелочи, но с этого начинается любовь к себе, когда вы не соглашаетесь на меньшее. Вы должны соглашаться только на то, что вам доставляет удовольствие, только на то, что вы хотите. И что я еще забыла сказать, что затмение может принести вам нового домашнего питомца, кстати. Может, вы давно мечтали о собачке, о кошечке, и вам ее подарят, или вы сами приобретете домашнего питомца, или если у вас есть, может быть, у вас родятся там щенята, котята, или, не знаю,
Что еще? Может, вы просто будете идти домой и увидите какого-то классного щеночка и принесете домой. Если вы ищете работу, работа может быть связана, кстати, с творчеством, потому что в Оливье, да, это может быть какая-то творческая профессия, может с детьми связана, с красотой, с праздниками, с социальными сетями, сценой, обучением, личным брендом. Самое главное, вас должны видеть, да, лев любит, когда проявляются в работе, когда заявляют о себе. Вы больше не захотите выполнять какую-то работу за кадром, пока благодарят и продвигают другого человека. Вам захочется работать под своим именем, получать хорошую оплату и видеть результат. А уже то, что произойдет по затмениям в вашем знаке 28 августа, я запишу отдельное видео. Кроме вас до конца никто не дослушивал рыбы, поэтому прошу вас, пишите комментарии, ставьте лайки, потому что каждый посмотрел свой знак и вышел. Я пользуюсь моментом, пользуюсь случаем, пользуюсь любовью к вам и прошу вас поставить лайки, написать комментарии, поделиться важными событиями. Я всем отвечаю, вы знаете. Мало кто из астрологов 2 миллиона или 2000 подписчиков, даже спасибо вам ответить на комментарии. А я вам еще и рассчитываю, отвечаю. Мне не жалко, я всегда делюсь всем, что у меня есть, своей энергией и позитивом. Желаю вам всем, чтобы это солнечное затмение принесло самые классные, яркие, счастливые события и перемены в вашей жизни только во благо вам и вашей семье. Благодарю за просмотр.